Изначально для этого фильма рассматривались такие названия, как «Человека-паука больше нет», «Человек-паук без масок» и «Удивительный Человек-паук». Но в итоге решили остановиться на Человек-паук 2. В какой-то момент участие Тоби Магуайра в фильме «Человек-паук 2» было под вопросом из-за того, что у актера были сильные боли в спине. Ситуация была настолько серьезная, что режиссеру Сэму Рэйми пришлось позаботиться о замене Тоби Магуайра. Главным претендентом стал Джейк Джилленхол. Мое имя Мистерио. И он даже уже начал подготовку к роли, но Магуайр все-таки решил принять участие в проекте. Однако, реакция Питера в сцене, где он падает с крыши, Моя спина. была настоящая, но режиссеру настолько понравился этот момент, что он решил его оставить. Моя спина. Изначально, камео Стэна Ли именно он должен был сказать. О, он украл пиццы. Но, как это часто и бывает, что-то пошло не по плану, и Стэну опять досталась еле заметная мимолетная роль. Сцена, в которой доктор Октавиус и Человек-паук сражаются на вагоне метро, была идеей Сэма Рэйми. И именно с этого эпизода начались съемки второго фильма. Правда? В квартире Питера можно заметить фотографию Мэри Джейн, сделанную им непосредственно перед тем, как его укусил радиоактивный паук. По задумке режиссера, этот кадр олицетворяет ключевой момент, когда жизнь Паркера изменилась навсегда. Давай оставим эту тему. Сцена, в которой Питер обедает с доктором Октавиусом и его женой, была задумана как олицетворение семейной идиллии между мужем и женой, о которой так мечтает Паркер. Но все непросто. Над этим надо трудиться. Арендодателя Питера зовут... Мистер Диткович. Это отсылка к Стиву Дитко, художнику комиксов о Человеке-пауке. Нравится мне этот парень. Альфред Молина, который играет доктора Осьминога, дал имена 4 механическим щупальцам: Ларри, Гарри, Фло и Мо. Фло было верхним правым щупальцем, оно было самым заботливым. Именно это щупальце сняло его солнцезащитные очки и преподнесло ему напиток. Что-то у меня в голове что-то говорит. Да. По задумке режиссера, переулок, в котором Питер выбрасывает костюм Человека-паука, тот же самый, в котором Питер поцеловал МJ в первом фильме. Я очень рада это слышать. Когда Питер роняет учебники и наклоняется, чтобы их поднять, его бьют по голове портфелями 2 студента. Вторым актером был Сэм Рэйми. Дерзкий такой чертяка. Розмари Харрис сама делала все свои трюки, в то время как Альфред Молина предпочитал пользоваться услугами дублеров. По его словам, он не ленился, а просто не хотел отнимать работу у каскадеров. Я, безусловно, понимаю, чем чреваты малейшие просчеты. Когда Джона Джеймсон предлагает мужчине $50 за найденный им костюм Человека-паука, он отвечает: Я могу получить больше на eBay. в 2001 году 4 костюма паучка были украдены со съемочной площадки фильма «Человек-паук». Вор! Украл мой костюм! Columbia Pictures назначили вознаграждение в размере $25 000 за информацию, которая приведет их к злоумышленникам. Стоимость каждого костюма оценивалась примерно в $50 000. После 18-месячного расследования выяснилось, что виновником был бывший охранник киностудии. Его арестовали, а пропавшие костюмы были возвращены их владельцам. На одном из интервью режиссер Сэм Рэйми рассказал, что во время съемок фильма у них было множество эпизодов, которые снимались под открытым небом, и Человек-паук 2 стал одним из немногих картин, которым удалось отснять весь материал на улице, ни разу не попав под дождь. Да, все славно, все хорошо. Помимо Октавиуса и Зеленого Гоблина, в фильме присутствуют еще 2 персонажа, которые могли бы стать злодеями в продолжении фильмов Сэма Рэйми. Доктор Курт Коннорс, который мог бы стать ящером, а также Джон Джеймсон, известный по комиксам как Человек-волк. Это верно. Выдвижной нож в щупальцах доктора Октавиуса никогда не фигурировал в комиксах. Это была идея Сэма Рэйми. Он прозвал его «Ножом смерти». Ого! Ого! Для съемок фильма заказали 35 костюмов Человека-паука, а для доктора Октавиуса создали 4 щупальца. Они были 4 метра в длину и весили по 7 килограммов. Каждым щупальцем при помощи специальных прозрачных канатов управляли 4 человека, которые репетировали каждую сцену с Альфредом Молиной, чтобы казалось, что щупальца являются частью тела доктора Осьминога. Со стороны они выглядели очень реалистично, благодаря чему студия неплохо сэкономила на услугах специалистов по графике.
Тем не менее, приблизительно 54 миллиона долларов было потрачено только на цифровые эффекты. Создание щупалец также обошлось в кругленькую сумму и были в единственном экземпляре, поэтому они постоянно находились под присмотром, чтобы предотвратить их кражу. Ты про наводку говорил. Все, закрутилась, вот она, понеслась! Звук, который мы слышим всякий раз, когда паутина касается чего-либо, создавался из нескольких слоев. Первым был шум от рассекания воздуха хлыстом, а на него накладывали звук шипения кошки. Респект. Для экшн-сцен были куплены 30 подержанных автомобилей. И смотри, чтоб ни одной царапины, а то получишь у меня. К концу съемок все 30 были уничтожены. В натуре? Ага. Фильм был отправлен в кинотеатры под названием Spray Paint, что в переводе баллончик с краской. Это было сделано для того, чтобы попытаться избежать внимания пиратов. Я такой, о, банан! Но видно не подал, конспирация, типа и все такое. Фильму «Человек-паук 2» был дан зеленый свет на второй день проката первой части «Паучка». Как я уже говорил в видео о Человеке-пауке 2002 года, первый фильм попал в книгу рекордов Гиннесса как кинолента с самыми большими сборами в первый день проката. Сумма составила 115 миллионов долларов. Благодаря этому бюджет второго фильма увеличили до 200 миллионов долларов. Съемки фильма начались до того, как был закончен официальный сценарий. Повтори, что я сказал. Последнее, что запомнил, нам нужен план. Этот пупсик всегда на своей волне. Они привыкли разыгрывать свою фишку. А это их фишка, она в чем? Зад натянем на глаз. Да, верно. Кирстен Данст покрасила волосы в красный цвет, чтобы не носить парик, как она это делала в первом фильме. Привет, ты еще здесь? Забавно, да? Мне даже как-то неловко. Сэм Рэйми выбрал Альфреда Молину, потому что ему очень понравилась работа актера в фильме «Фрида». Кстати, он и родственника своего пристроил. Этот чудаковатый работяга – брат режиссера Тед Рэйми. Крис Купер, Роберт Де Ниро, Дэвид Духовны, Эд Харрис, Арнольд Шварценеггер и Сэм Нил были рассмотрены на роль Отто Октавиуса, прежде чем Альфред Молина был выбран. В первоначальном сценарии Альфреда Гоффа и Майлза Миллера, помимо доктора Октавиуса, в фильме должны были присутствовать ящер и черная кошка. С преображением Курта Коннорса мы уже познакомились. Теперь остается только ждать появления черной кошки во вселенной Марвел. Как думаете, увидим мы кошечку в новой трилогии Паука с Томом Холландом? Жду твое мнение в комментариях. Сцена драки на ЖД-путях была снята в Чикаго, а местность Нью-Йорка добавили при помощи компьютерной графики. Также создателям фильма пришлось купить вагон поезда у властей Чикаго, потому как к концу съемок восстановлению он не подлежал. Из города ни шагу. Это третий фильм Сэма Рэйми, который был номинирован на Оскар, после «Простого плана» и первого Человека-паука. В 2005 году фильм «Человек-паук 2» стал победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Все-таки не зря запарились щупальцами и вагон купили. Прекрасно. Уэстон Эпп и Джо Пауэлл Ван Эпп, два мальчика, которые вручают Человеку-пауку его маску в поезде, являются сводными братьями Тоби Магуайра. Мы никому не скажем. 15 недель понадобилось, чтобы построить логово доктора Осьминога. Роди Блэр, строитель баз. Что ж, пора приступать к работе. Тайная база сама себя не построит. Крупный план погружения доктора Осьминога на глубину является полностью цифровым. В те годы это было самое реалистичное воспроизведение человеческого лица, которое было сделано исключительно в компьютерной графике. Стой. Точно? Вильям Дефо изначально не должен был присутствовать в этом фильме. Он был неподалеку от места съемок, увидел съемочную группу и решил подойти поздороваться. В результате создатели фильма решили предложить ему эпизодическую роль. Удачно зашел. Теперь ты знаешь правду. Ты думал, что это просто совпадение? Столько событий, и все они тебе на руку. Все для тебя. Какая часть из франшизы Рэйми тебе нравится больше всего и почему? Жду твои ответы в комментариях. Подписывайся и ставь лайк, если понравилось. Увидимся в следующем видео.